Так, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами воскресенье, если честно. Сегодня 1, кстати, ноября. Точно, такой день не забудешь. Ноября, октября. С датами у меня совсем плохо. Января. А, Чего-чего, января? Короче, второй месяц осени начался, нежданно-негаданно. Не знаю, у нас в Беларуси, кстати, погода только сегодня начала потихонечку портиться. Вот, стало чуть-чуть прохладно, уже в шортах особо на улицу не выйдешь. Как у вас по погоде, пишите в комментариях, посмотрим, у кого теплее, у кого холоднее. Сегодня, точнее, вчера решил провести опрос, да, решил вообще побольше задавать вам вопросов. Мне понравились ваши ответы по работе с TradingView, да. Мне понравились вчера ваши ответы по поводу того, что вы хотите увидеть на стриме, потому что, ну, как мне казалось, больше всего, ну, это не казалось, это факт того, что мне больше всего приходит в личку вопросов по поводу структуры. Люди очень хотят научиться рисовать структуру, много реального моментов, там, часов проводят непосредственно по рисованию структуры. И я, если честно, думал, что мы сегодня проведем тоже стрим про структуру. Но когда увидел, что 54, по-моему, процента ну, там большое количество голосов было, почти 1000, мне кажется. То есть заинтересовались именно точками входа, как бы решил провести такой стрим. Мне кажется, такого стрима еще я ни разу в Ютубе не видел, поэтому попробуем. Если зайдет вам, зайдет нам, как бы будем периодически проводить также через запрос и добавлять данные стримы. Для того, чтобы нам понимать вообще, что мы будем разбирать, как бы первое, нам нужно знать правильные откаты, структуру, как определять все зоны интереса и сетапы на LTF. Технически практически все, что я вам перечислил, уже есть на канале. Некоторая информация будет потихонечку добавляться, потому что физически не могу все сделать в один раз. Ну и, наверное, в этом смысла нет, потому что даже по комментариям после видео про скоп появляются как бы ссылки, да, когда люди тебе присылают информацию по поводу скоба, который снимал ликвидность предыдущей свечи. Хотя у меня как бы прям буквами на экране написано, что, ребята, я такую точку входа не использую, да. Вот, поэтому как бы понимаю, что если вы хотите научиться, обязательно нужно много-много раз пересматривать видео. Даже вот это и, возможно, его больше комментировать. Итак, что вообще нас сегодня ожидает? Сегодня я разберу буквально там, наверное, два сетапа, которые отрабатывали по паре доллар-юань. Это произошло вот в этой области, то есть получается 28-29, нет, просто за 29 число. Соответственно, после этого присоединятся ребята, которые сейчас проходят у нас обучение в Discord, уже на третьем блоке, уже практикуют и показывают результаты, которыми я доволен, счастлив и получаю от этого удовольствие. Так, но для того, чтобы мы начали, давайте попытаемся разобраться, куда мы летим, ну, что мы вообще должны с вами вначале увидеть. Первое, мы должны с вами разобрать нашу структуру, то есть просто взять и тупо отрисовать структуру. Казалось бы, может быть, это очень сложно, но на самом деле для этого нужна просто практика, и после этой практики ты будешь отрисовывать структуру. То есть вот текущая структура у нас пары доллар-юань. Фактически мы с вами сделали, когда это в четверг, да, в четверг сделали чок, вот эта свеча сделала чок, и мы повалились ниже. После того, как мы с вами сделали чок, мы с вами имеем право поставить вот здесь вот IDM. Если в данном случае у нас есть IDM, мы должны определить все возможные зоны интереса, которые есть у нас вот в этом движении. Вот наш high, вот наш low. Наш лой мы поставили после того, когда мы забрали наш IDM, поэтому мы определяем все зоны интереса. Первая зона интереса у нас будет первый правильный ордер-блок после IDM. На данный момент я его вижу вот здесь. Есть у нас первый правильный ордер-блок после IDM. Отмечаем его на графике. Дальше мы переходим в самый верх и ищем первый правильный ордер-блок, который не митигирован. То есть вот у нас есть лой на этой свече, вот у нас есть high. То есть мы плавно спускаемся с нашего high и смотрим, где у нас есть правильный ордер-блок, который не был митигирован вот этим всем движением. То есть фактически, если бы ордер-блок был на этой свече, он бы не являлся валидным, потому что он уже митигирован. В данном случае я вижу ордер-блок, получается, вот здесь, правильно? Так, митигирован или нет? Лой у нас 809, лой у нас... извиняюсь. Лой у нас 488, хай у нас 487. Буквально один пипс, цена не дошла. Так, а вот здесь
Это здесь все правильно, здесь и было. То есть вот 1 пипс, куда цена не дошла, соответственно, в данном случае это будет наш экстремальный ордер-блок. Мы его также обозначаем. И вот здесь вот у нас будет экстремальная ликвидность. Вот на этой свече, которая не дошла 1 маленький-маленький пипс. Итак, есть у нас зона интереса, соответственно, мы с вами должны при подходе цены к нашей зоне интереса принимать какие-то торговые решения. Это не означает, что мы должны с вами просто прийти и тупо на ордер-блок 15М поставить лимитку. Если мы приходим, ставим с вами сюда лимитку, нам очень сильно везет, нас забирает в позицию, после чего нас целое, там, сколько нас, ну очень долго, да, целую ночь колбасит. Где будет выход? Выход будет вот здесь. То есть мы по факту получим совершенно мало, мы получим всего лишь 1,5, то есть 1 риск потратим и получим прибыли 1,5. Здесь мы еще ведь и не учитываем комиссию с вами, и не учитываем спред, потому что спред и комиссия у каждого разные, и я не уверен, что они у вас вообще будут. Плюс есть большая вероятность того, что мы можем пересвипнуть данный ордер-блок. Соответственно, я думаю, не раз видели, когда мы приходили к ордер-блоку и буквально на 1-2 пипса пересвипывали. Не знаю, если вы согласны с такой позицией и вам интересно торговать вот так, это, конечно, ваше право, но как бы я немножко позиционирую себя с другой стороны, и я не хочу так торговать. Для того, чтобы мне принимать какое-то торговое решение, я должен посмотреть на характер движения цены непосредственно в этом ордер-блоке. Да? В данном случае меня интересует манипуляция нашей ценой. Что мы с вами видим? Мы с вами видим закрытие дня, у нас цена пришла, забрала EDM, и получается, в конце американской сессии и Токио начало останавливаться, да, мы с вами нарисовали некую ликвидность, чуть-чуть, по-моему, пересвипнули хай, да, хай 442, то есть мы вот здесь пересвипнули, отлично, дали небольшую реакцию, но при этом данной реакции у нас оказалось недостаточно. При том, что в данном случае я наблюдаю вообще за всей этой ликвидностью, меня интересует следующее, характер пересвипа данных свечей, да, то есть первоначально мы сюда пришли, казалось бы, наверное, в данном случае нужно входить в сделку. Ну, во-первых, это ночь, во-первых, мы спим, ну, не знаю, может быть, кто-то не спит в это время, кто-то торгует. Отлично, если вы входили, короткая фиксация, супер. Но меня интересует в ночное время непосредственно характер движения вот этих свечей. Очень данная пара хорошо входит именно в американскую сессию и непосредственно на нью-йоркской сессии, то есть это чаще получается ночью и на американской сессии. Да? Соответственно, в данном случае мы должны смотреть большее количество сетапов именно в эти сессии. Да? То есть глупо будет ждать больших каких-то крутых, супер огромных движений, хоть здесь и есть пример того, что у нас на Франкфурте, в Лондоне мы отработали данную ситуацию очень хорошо, но это будет менее правильно ожидать вот эти большие движения и каждый день их ловить. Что мы видим? Мы пришли в наш ордер-блок, получили новую манипуляцию нашей ликвидности, и когда мы получаем манипуляцию данной ликвидностью, мне уже интересно переходить на младший таймфрейм и смотреть, что будет у нас с вами происходить на младшем таймфрейме. То есть данное видео нам показывает метод размышления. Да? То есть я не хочу входить вот здесь, не хочу входить на эту свечу, не хочу ставить даже там, не дай бог, вообще какую-нибудь лимитку под эту свечу. Моя задача дождаться какого-то человеческого адекватного сетапа для того, чтобы войти в позицию и забрать эту позицию. То есть в данном случае меня с вами здесь не будет. Нам все транслируют, все показывают, слушай, у тебя же есть ордер-блок, давай-ка ты отсюда прям залетай в шорт. Это шорт-блок, все отлично. Мы пришли, быстренько пересвипнули и полетели. В данном случае, если вы даже и заходите в данной ситуации в шорт, вы должны заходить очень-очень мелко на младшем таймфрейме и с очень коротким стопом. Да, то есть по факту даже вот этот, с очень коротким тейком, даже вот этот вот тейк у нас бы здесь не забрал. Да, то есть по факту, как я думаю, вы часто слышали, когда я на утренних разборах говорю о том, что если вы хотите точно забрать позицию, постарайтесь, и видите фитиль, постарайтесь поставить тейк перед данным фитилем. С большой вероятностью вы его заберете. Если мне не верите, посмотрите на графиках, как это отрабатывает. Очень часто цена получает от фитиля небольшую реакцию, и на этой реакции очень сложно дождаться отработки.
Ну, потому что цена может подняться, почти вернуться обратно, после этого только спуститься вниз. Здесь вы могли уже получить еще одну сделку, по факту вы сидели, ждали только первую. Итак, мы получили манипуляцию, наблюдаем за хаем предыдущей свечи. То есть сегодняшняя цель нашего урока не в том, чтобы сидеть и предугадывать рынок. Сегодня наша цель показать, как отрабатывает цена непосредственно в нашей зоне интереса. Да, то есть если мы увидим, что, ну, если я пойму, что данный урок как бы не донес вам то, чего мы хотели показать, мы пересмотрим формат данного урока, но пока придумано было так. Посмотрим, как это будет отрабатываться. То есть это как раз то, что я прошу от ребят делать в домашних заданиях. То есть показывать, как это отработало уже по факту. Мне не нужно, чтобы люди сидели и тратили энергию на то, чтобы предугадывали движение цены. И не вижу смысла в том, чтобы мы сидели и перед друг другом тут показывали бэктесты на 500 миллионов R, предварительно на самом деле посмотрев график. То есть я не думаю, что вы первый день на свете и верите в то, что все, что вам показывают в YouTube, это правда. Итак, идем дальше. Мы забрали ликвидность. Перед этим нарисовали очень красивую структурную ликвидность и закрылись полнотело здесь. Отлично. Когда мы переходим на младший график, мне очень сильно нравится, что мы пришли сюда ну, одним коленом. Что для меня одно колено? Это движение без правильных откатов. То есть, посмотрите, данное движение идет у меня очень-очень красиво, очень структурно. То есть, вот наши, сейчас перерисую, вот здесь вот наши правильные откаты, да, то есть снизу здесь внутренняя свеча, поэтому вот наш первый правильный откат. Начинался он отсюда, да, то есть вот эта палка, она просто тупо залетела, да, здесь сделали небольшое внутреннее какое-то движение, приостановились, но мне на данном этапе очень мало информации для того, чтобы входить вот от этого скоба. Если вы вспомните видео про скоб, я говорил о том, что, то есть фактически, давайте вернемся на 15 минут на таймфрейм, фактически, когда мы вошли вот этой зеленой свечой в наш ордер-блок еще раз повторно, да, в данном случае мы забрали ликвидность, и именно сейчас я только хочу перейти на в наш ордер-блок на младший таймфрейм. Я не хочу отсюда выставлять лимитку и входить в позицию. Ну, мне здесь неинтересно. Мне хочется увидеть хороший, четкий сетап на младшем таймфрейме и только после этого войти в позицию. Итак, мы переходим на младший таймфрейм, и все, что происходит внизу, меня особо сильно не интересует. Меня интересует, что будет происходить выше вот этого хая. Как мы будем, с каким характером мы будем пробиваться над данным хаем, и как мы будем после этого, ну, что мы будем вообще делать. То есть, будем ли мы манипулировать данным хаем. И по итогу, что мы видим? Мы видим быстрый откат, соответственно, мы понимаем, что кого-то здесь мы засадили. Конечно, не круто, что мы забрали здесь всю ликвидность. На самом деле, в моменте, возможно, было бы довольно так, ну, не то, что страшно, но была бы внутри, знаете, такая, блин, я упустил позицию. Это же был верняк, 100%. Но как быстро цена улетела вниз, точно так же быстро цена и возвращается обратно. И вот этот вот формат, получается, быстрого разворота говорит нам очень часто о том, что снова идет манипуляция. Если снова идет манипуляция, в моем понимании мы поднимаемся выше, мы поднялись выше, сделали новую манипуляцию нашей предыдущей манипуляции фактически, откатились. И на следующей манипуляции, когда мы сделали вот этот вот прекрасный скоб, хотя здесь и это все внутри свечи, да, то есть технически просто мы пересвипнули предыдущую черную свечу, в данном случае мы уже с вами должны рассматривать точку входа. То есть именно вот эта вот свеча, только вот эта первая свеча будет являться для нас потенциальной точкой входа. Не вот это, а здесь, поверьте, ну, вспомните себя, когда вы сидите за графиком, вы видите вот это большое движение, поглощение, и вы начинаете входить просто тупо по маркету. Просто прожимаете по маркету, и вас по итогу закрывает. Да, наверное, скорее всего, конечно, вы там себе придумали, куда-нибудь в небо выставили тейк, технически, точнее, извиняюсь, стоп, да, возможно, вас цена не забрала, возможно, вы уже руками где-то здесь 10 раз позакрывались, потому что цена здесь остановилась, она предательски идет не в вашу сторону, но если помните из видео про скоп, я говорил о том, что если цена хочет пойти вниз, она будет вас постоянно пытаться выбить, да, и сегодня мы по паре евро-доллар посмотрим похожую ситуацию, то есть цена говорит, не-не, ребят, вроде вы что, мы тут не шортим, мы тут собираемся идти дальше в лонг. По нашей торговой системе первая точка входа была здесь, да, то есть на пробой нашей черной свечи, скорее всего со спредом и с нашими проскальзываниями мы бы, скорее всего, здесь не успели
вошли бы чуть-чуть ниже. Если помните, в видео про скоб говорилось о том, что если после скоба у нас нету, есть просто тень свечи, но нету имбаланса, мы можем войти от нашего непосредственно от нашей тени свечи. Соответственно, мы получаем очень красивую свечу. Тейк, первоначальная фиксация у нас находится под нашей зеленой свечой, то есть здесь идет 1 к 7, 1,60, так, 6,84, и второй тейк идет у нас вот здесь, то есть 1 к 9. По итогу мы видим идеальную отработку, супер, и получаем, так, я единственное поторопился, получаем идеальную отработку и по итогу полетели вниз. Так, что мы видим на 15 минутках? На 15 минутках мы видим еще один сетап. То есть я сейчас вам рассказываю на самом деле то, что было в этом видео про скоб. Вот сейчас вообще ничего не придумаю нового, да, то есть тупо пересказываю видос про скоб, вот один в один. Если вы мне не верите, посмотрите и сравните. Но посмотрите внимательно, не нужно смотреть здесь, ну, как бы допридумывать, чего есть. Алена пишет, что четче нет. Ребят, на самом деле здесь просто есть скоб, и этого нам достаточно. Это первое. Второе, нам достаточно ликвидности, которая здесь находится. В данном случае мы видим, что действительно четче нет. У нас потенциально, возможно, был бы четч. Вот здесь, да, то есть лой у нас 728, лой у нас 728, равные лои. То есть здесь четча нет. Четч у нас находится вот здесь. И что, мы не будем торговать? Мы будем торговать только от ликвидности. На данном этапе у нас есть первая ликвидность, мы вошли в позицию. В данном случае давайте посмотрим, что будет здесь. Здесь у меня есть IDM. И после IDM на самом деле у меня вообще больше ничего нет. Да? То есть все, у меня тупо вверху ликвидность. Так. Ну да, все, больше после IDM ничего нет. Первая ликвидность, вторая ликвидность, здесь третья. Ну и попытаться еще раз войти от POI. Да, то есть вот так вот. Все, больше ничего здесь нет, ничего интересного. Первая манипуляция. Пока, то есть мы пришли, обновили хай. И вот здесь, когда мы сделали вот это поглощение, конечно, здесь уже глубоковато, да, то есть очень страшно входить в такую позицию, когда тебя очень сильно промотало. Но это единственный шанс, когда вы можете войти здесь второй раз. Вот здесь вот на этой зеленой свече вы еще никуда не можете войти, потому что мы только зашли, ну и, как я люблю говорить, зашли одним коленом. Вот наше первое колено, которое вошло в это движение. То есть вот был последний откат, и мы просто тупо пришли сюда одной палкой вверх. Это неинтересно, нам нужна какая-то манипуляция. Первая манипуляция была вот этой зеленой свечой, вторая манипуляция уже когда произошла черная свеча. Никто не говорит, что у нас будут сетапы всегда очень крутые, у нас всегда будет там 1 к 5. В данном случае из-за того, что очень-очень маленькие, очень короткое движение до нашего лоя, соответственно, скорее всего, мы бы уже пропустили данное движение, либо вы бы сориентировались в моменте, и получили данную сделку. Причем, видим, есть откат. Возможно, у нас будет еще перехай. Если будет перехай, мы получим еще одну сделку. Но, к сожалению, этого не произошло, и цена ушла дальше вниз. Да? То есть закрыла. Видите, еще и подождала, показала, что не-не-не, ребят, мы никуда не идем, и закрыла нас по сделке. Соответственно, вот такой вот был сетап. Это ночь. Есть ребята, которые могут торговать данный инструмент. Довольно интересный, довольно техничный. Если вы только начинаете торговать Форекс, обязательно присмотритесь, потому что, ну вот я его сейчас действительно тоже периодически посматриваю. Есть один ученик, который у нас его торгует, и, блин, это прикольно, это очень интересно. Так, что было у нас еще? Дальше возвращаемся. Очень часто сейчас начали попадаться сетапы, которые работают с ликвидностью предыдущего дня. Что мы с вами видим? Есть у нас нисходящее движение, мы с вами пробиваем наш IDM и получаем что? Что у нас по внутренней структуре? Технически у нас по внутренней структуре ничего нет, вообще ничего нет от слова совсем. Вот наш хай, да, то есть вот наша свеча high, и вот наш IDM. Ну все, вот больше ничего нет. Внутри вообще пустота. Что делать? Технически, если мы не дошли до нашего IDM, мы с вами можем попытаться лонговать до нашего IDM. Но лонговать на основании чего? Давайте попробуем лонговать на основании хотя бы ликвидности. Переходим на дневной таймфрейм. Что мы с вами видим?
На самом деле мы с вами видим восходящее движение. Если вы вспомните наши утренние разборы в понедельник, ой, не извиняюсь, в четверг и в пятницу, я вам рассказывал про то, что можно смотреть за манипуляцией лоем предыдущего дня. Соответственно, в данном... Так, ребят, у кого-то звук. Соответственно, у нас с вами, поскольку идет восходящее движение, мы даже при вот этом полнотелом поглощении предыдущих свечей можем пытаться локально лонговать от наших лоев предыдущих дней. То есть вот эти все лои предыдущих дней для нас будут выступать ликвидностью. И если мы будем видеть сетап на младшем таймфрейме, да, то есть технически для нашей дневки, я для себя принял, практикую торговать если у нас идет дневка, то на 15-минутном таймфрейме точку входа. Соответственно, в данном случае мы видим следующее движение, то есть вот наша структурная ликвидность на дневке. Здесь вот есть правильный откат, движение вверх, здесь наш следующий правильный откат заканчивается и движение вверх. То есть от этого и от этого лоя мы можем пытаться взять позицию. Также можно, если у нас идут просто в ряд несколько свечей, попробовать уже и от обычной свечи также работать, от лоя обычной свечи. Единственное, я для себя стараюсь делать это только если идет подряд несколько свечей, да, то есть когда у нас уже там мы прошерстили 6 подряд свечей и ни от одной не оттолкнулись, но это такое себе, да, соответственно, смотрим, как это работает. То есть мы с вами видим, что мы переходим назад на 15-минутный таймфрейм, мы с вами понимаем головой, что вот наш лой предыдущего дня, и мы получается, на азиатской сессии пробиваемся полнотело и закрепляемся под лоем нашего предыдущего дня. Вот эта вот свеча, это лой предыдущего дня. После этого мы обновляем наш минимум, и это является для нас первой манипуляцией. Первой манипуляцией нашего закрытия под дневной свечой. Смотрим, как развиваются события, мы получаем откат дальше, не доходим до нашего EDM и собираемся падать вниз. Если мы собираемся падать вниз, смотрим, что происходит здесь. Так, давайте это мы уже тогда отключаем. Так, собираемся. То есть IDM у нас по-прежнему находится на данной свече. Мы собираемся падать вниз и видим, что мы делаем пересвип. В момент, когда мы делаем пересвип, мы с вами можем попытаться войти на младший таймфрейм и поискать точку входа. То есть это Франкфурт и Лондон. Это зоны, в которых появляются какие-то деньги, да, и мы можем там поискать какую-нибудь точку входа. Мы можем здесь уже рисковать. Какая цель? Цель как минимум до хая вот этой вот свечи. Потому что если мы делаем пересвип, наш IDM переезжает отсюда сюда. Итак, мы переходим на данный таймфрейм. Видим на минутку, видим здесь огромное количество ликвидности. Смотрим характер движения здесь. Мы закрылись полнотело, да, закрылись полнотело, наделали здесь манипуляции. Уже в данной зоне у нас была точка входа локальная, хотя бы, технически первые... Так. Коротко, да. Все коротенько, на самом деле движение было бы сюда. Хотелось бы здесь уже зафиксироваться. Но в любом случае первое движение было здесь. Учитывая, что здесь было достаточное количество манипуляций, мы понимаем, что в случае пересвипа данной свечи, мы можем попытать свое счастье и на минутках войти в позицию. Уже максимально быстро. Да? То есть технически мы здесь приходим. Напоминаю, манипуляции уже произошли. Да? Для тех, кто в Дискорде, это, вы понимаете, о чем я говорю. То есть фактически мы уже все манипуляции на 15 минутах совершили. Нам достаточно сделать еще одну манипуляцию для того, чтобы входить в позицию. В данном случае мы приходим, оставляем. Так, у нас получается 116, лой у нас здесь 117. Мы приходим, делаем, получается... нет, стоп, не делаем еще манипуляцию. Мы приходим, делаем, получается, сразу же манипуляцию, откатываемся, но при этом мы сюда пришли уже, приостанавливаясь. Вот. И пытаемся войти. Конечно, на этой зеленой свече было, наверное, глупо сразу же входить в позицию. Да? То есть я бы здесь точно не входил в позицию. Однако, когда у нас цена начинает разворачиваться, мы понимаем, что локальное движение у нас... лонговая, да, мы можем попытаться.
Важный фактор – манипуляция лоем предыдущего дня. Мы находимся в лонговом сценарии. Мы входим с вами в позицию, первая цель фиксация находится у нас вот здесь. Все. Ну, на самом деле, больше нам ничего не надо. 1 к 5 мы забираем буквально за несколько минут. То есть, это принятие решения при манипуляции лоем предыдущего дня. Ну и конечная наша цель, она была у нас вот здесь. 10.56. Ну, супер, супер. Вот, Оксана, может быть, присмотритесь к этой паре? Да я вот сама уже смотрю и думаю, что, наверное, да, в Мгм. следующей неделе будет Я БКТ с просто, я юанем. просто не знаю, ну, у вас вот если это 3 часа, да, у вас это для вас это нормальное время или еще нет? Да, я встаю рано, для меня это уже Да, утро. то есть, ну, вот, Хорошо. вот работает так. Плюс на Нью-Йорке была Класс. еще одна ситуация. Вы, Оксана, потом посмотрите вот здесь. Здесь тоже очень крутая ситуация. Давайте я быстренько... Ну, то есть, что здесь интересного было? Здесь у нас есть ордер-блок. Вот наш ордер-блок. Мы локально собираемся лонговать. Мы возвращаемся в ордер-блок. Делаем одну манипуляцию, вторую и третью. На третьей манипуляции влетаем в позицию. Очень крутая точка входа. Здесь можно попробовать, так, это я удаляю, дополнительно поработать с подстраховкой, да, то есть раз движение, манипуляция, откатываемся, входим, да, то есть причем мы же закрепили здесь полнотело, обращаю внимание, да, то есть мы сюда пришли, получили реакцию, то есть уже кого-то здесь мы засадили. Возвращаемся, забираем их стопы и показываем, что, ну, ребят, мы вроде опять поглотились, вроде опять давайте свои стопы сюда. Ну и по итогу мы делаем финальное движение. По-хорошему даже, ну, чем мне понравилась эта пара, даже если мы берем, ну, супер капец, какую там консервативную точку входа, да, вот отсюда, уже когда сами не верим в то, что это произойдет, мы имеем как бы здесь 1 к 5 просто даже по консервативной точке входа. Хотя цель у нас, получается, идет по хаю хотя бы, ну, по хаю Нью-Йорка, получается, открыть. Прости, пожалуйста, ты можешь отодвинуть чуть-чуть поe, который ты выделил в правую сторону? Там нету хвостика у зеленой свечи? Все, нету. Ну, Т- внизу в самом. Я думал, то, что там скоб пересвипали. Не-не-не-не. Ты вот про это? Нет, нет, нет. Нет. Вот здесь вот линия стояла, когда... Не, Не-не-не-не, нету, зеленый нету, цвет. нету. То есть фактически вот интересный инструмент, вот отработка из зоны интереса, это экстремальный ордер-блок, мы не входим на первой свече, мы получаем идеально красивую отработку, идеально крутой сетап. Был ли здесь сетап через чок, давайте его попробуем найти. То есть чок, ну, по факту я для себя особо сильно его не могу найти. То есть здесь только возможность была войти через скоб. Вот наша свеча, она является у нас, получается, снявшей скоб. То есть фактически вот эти вот свечи для нас намного больше и быстрее отрабатывают. Как бы очень часто тейк ставим за непосредственно вот эту вот нашу черную свечу, которая являлась по факту для нас скобом. То есть вот эта черная свеча являлась скобом. Может быть, нет, мы, по-моему, да, ничего не сняли по левую сторону, поэтому тейк немножко расширяется. Не тейк, извиняюсь, стоп. Стоп немножко выше, потому что, ну, всегда же перестраховываемся, всегда понимаем головой, что может еще раз пересвипнуть. Так, ну что, вот вам 3 сетапа, вот вам 3 отработки. Конечно, вот это 1 к 3. Наверное, кто-то скажет, да блин, это же целых 1 к 3. Ну, для нас это уже мало, да? Не знаю, кому-нибудь еще 1 к 3 это много осталось или нет, ребят? Вот. То есть здесь 1 к 9 идеально, здесь у нас тоже без проблем, более даже интересный сетап. Единственное, конечно, на Лондоне искать эти точки входа, я думаю, что, наверное, даже и неправильно. То есть, как по мне, данный инструмент нужно работать либо на Токио, либо на Нью-Йорке. Хотя, если вы сделаете большое количество бэктестов и получите в зонах интереса реакцию, плюс, ну, действительно, у нас все инструменты в пятницу отрабатывали от ликвидности предыдущих дней. Если мы получаем эти сетапы, почему бы и нет? Вы правы, здесь никаких вопросов. Вопрос только в том, что вы должны максимально быстро фиксироваться. То есть, видите, нам пришлось... Нью-Йорк был настолько манипулятивен, что он вернул цену обратно, поднялся выше, вернул обратно, да, то есть это все произошло вот буквально за эти несколько там часов, и только после этого мы достигли нашей позиции. Соответственно, сейчас у нас происходит что?
То есть вот наш был лой, где наш IDM. Мы только сейчас забрали наш IDM. Вверху у нас есть чуть-чуть пои, ну и фактически пока здесь никакого сетапа на продолжение я не вижу. Возможно, когда мы откроем Токио, возможно, тогда мы получим какую-то точку входа. Вот здесь вот я вижу пои, но мы в нее только тоже первый раз сошли. Если увидим какие-то пересвипы и увидим даже пересвипы хаем, тогда можно посмотреть продолжение нисходящего движения локально. Но напомню, дневка у нас лонговая. Соответственно, если мы закрепимся выше нашего хая, можно посмотреть данный инструмент на продолжение нашего движения в лонг. Хотя сам получается дневной таймфрейм выглядит, что здесь как-то голова и плечи называется, да? Вот, рисуем голову и плечи, как-то вот так, вот, посмотрим, как это будет. Единственное, меня смущает вот эта трендовая ликвидность. Вот, будьте осторожны, но мне нравится, то есть здесь, смотрите, здесь еще какая штука, здесь у нас нарисовался скоп. Вот, Женя, молодец, красавчик, я как раз хотел это сказать, нарисовался скоп. Если нарисовался такой скоп, есть большая вероятность, что мы его пересвипнем, и это будет очень круто. Вот. То есть фактически мы пришли, да, нарисовали, да, поднялись. Это получается у нас манипуляция. Раз, два. Ну да, хочу увидеть все-таки еще пересвип. Хотя бы на 1-2 пипса, но почему бы и нет. А возможно, это и была как раз точка разворота. Так, ну что, я тогда закончил. Кто следующий хочет рассказать? Ничего себе, полчаса потратил. Я думал, это будет быстрее. Все, давайте я Давайте. с евро. Давайте. Оно Оксана. нам в пятницу всю душу вынуло, это евро. Давайте, Поэтому давайте. начнем с него. Ну, было же весело в пятницу, согласитесь. Не могу так согласиться. Хочется нервы поберечь. Вообще не весело было. Да, вот Да долг у ладно, меня было пойдет. весело, ну чего вы. Я торговал против вас, было все хорошо, мне нравится. Мы еще проведем... Все, смотрите. Короче, я дам... Да. Говорите, Оксана. В общем, рассказываю маленько аналитику по евро. Так, все видно, все хорошо? Да. Все, супер. Аналитика по евро, то есть, чтобы мы понимали, в какой ситуации мы находились в пятницу. В пятницу у нас уже на дневке подтвержденный шортовый тренд, то есть у нас вот тут вот случился чок, не совсем видно, но написано. Все видно. И объективно мы дошли маленько, да, не дошли до структуры ликвидности дневки. Прям буквально пару пипсов, это было у нас среда. И нам бы, конечно, хотелось все дело собрать, но ситуация в том, что мы безоткатно падали 2 недели, без IDM, без нижней точки, без ничего, и мы вообще смотрели на то, как будет все это дело отрабатывать. Когда мы забирали вот эту структурную ликвидность, она была ликвидностью недельки. И здесь уже нам бы чисто интуитивно хотелось увидеть какой-то отскок и разворот, потому что очень затяжное движение, и евро это очень характерно. То есть оно обычно любит делать все со скоками постоянными. Даже сами видите по графику, что откаты правильно они постоянно есть. А здесь ситуация была такая, что мы просто падали и не допадали до нашей цели. Что мы видим на дневке? Заранее забегу вперед, покажу, что в моменте мы в пятнице снимали хай вторника. То есть вот эта вот ликвидность была снята в пятницу. И когда мы готовились к торговому дню, я обычно провожу анализ, смотря какие есть ликвидности вообще на графике, куда можем прийти. И, к сожалению, у меня не было ничего, кроме 4-часового таймфрейма, где было бы хоть что-то. Здесь было что? У нас было падение и первый IDM. IDM мы по факту пробили полнотело, и следующая зона интереса – это ордерблок IDM. То есть, когда я смотрела анализ, это примерно вот в 4 вот так и происходит зачастую. У меня было всего 2 зоны. У меня есть IDM, который мы уже начали пробивать, и ордерблок. Я хотела, чтобы мы от ордерблока, если мы придем, я бы хотела там брать шорты. Потому что тренд у меня шортовый по старшим таймфреймам, и я ждала, что будет здесь. То есть в моменте, когда мы подходили с свечой зеленый к ордерблоку IDM, очень импульсно и безоткатно, на ней мы не смотрим точку входа. И пока она не закроется, мы не ищем точку входа в шорт, потому что это сетап 4 часов. Это структура 4 часов. Поэтому, когда мы на 15 минутах, сейчас я переключусь, покажу, вот наш ордерблок, если я правильно понимаю, да. То есть мы в него подходим, и вот этот вот первый подход, сами можете хорошо увидеть, что очень импульсно, безоткатно, просто вверх одной стрелой летим, да, мы начинаем его свипать. То есть для нас, например, в моменте эта свеча закрывается отлично, все. То есть мы свипнули, надо что-то делать, а делать негде, надо ждать. И по сути у нас 4 часа, когда закрылось, мы закрылись вот этой черной свечой, зеленой закрылись, зеленой.
на буквально пару пиксов выше, чем сам ордерблок. То есть вы сами видели на 4 часах, что свеча закрылась выше ордерблока. Что мы делаем в этот момент? Для нас это, по сути, как бы сигнал, что шортить нельзя, потому что мы закрылись выше блока, мы его не свипнули. Этот сигнал на продолжение лонгового тренда. И, объективно говоря, на 15 минутах у нас был слом тренда в лонг, вот наш чок, и мы летели дальше, без отката, без образования точек. И в моменте, когда мы снимаем ликвидность в вторник, в моменте, когда у нас закрывается 4-часовая свеча, мы ждем. И мы ждали, с ребятами обсуждали это все дело в чате, что нам хочется еще одного переслипа 4-часовой свечи, следующей, которая откроется. Потому что это вот быстрый подход к блоку, но нам не понравился. Там было страшновато шортить, вообще хоть что-то делать. И когда мы вот здесь пересвипнули, то есть вот в моменте мы сделали пересвип, закрылись ниже, я уже переходила на минутку и смотрела, а что вообще там есть. Есть ли вообще хоть какой-то сетап, можно ли хоть где-то войти. Так, Вы сейчас ждали подвинется. закрытия 15 минут, либо в моменте пересвипа уже переходили на ЛТФ? Нет, я ждала, когда закроется 15 минут. Я очень консервативный в этом плане человек, то есть я прям ждала. Хорошо. Смотрите, и получается, вот у нас снимается, 15 минут закроется только через, получается, 16:52. Оно закроется через 8 минут. То есть я жду, когда закрывается. За эти 8 минут у нас образуется чок. То есть первый правильный откат перед зоной интереса. Для нас отличная зона, что мы понимаем, что в принципе мы уже готовы шортить. Мы видели, что у нас есть несколько манипуляций. Первая, когда мы пробивали 4-часовой ордерблок, это вот этот момент. Вторая, когда мы к нему подошли, первый раз пересвипнули, немножко откатились и второй раз его пересвипнули. Отличная ситуация, то есть мы понимаем, что нам показывают, что в принципе можно начинать шортить. Чок мы сделали, смотрим, что происходит с движением. К сожалению, движение было вниз безоткатное, но у нас образовалась вот эта вот внутренняя ликвидность. Да, она внутренняя, но такая штука есть и на фунте, и на евро, когда откат показывают именно внутренними свечами. И для нас, объективно говоря, внутренние свечи ведь тоже представляют собой ликвидность. То есть кто-то там тоже заходил, кто-то там тоже шортил или лонговал, то есть там есть чьи-то стопы. И здесь ситуация какая? То есть мы просто откатываемся вниз, а потом начинаем медленно идти наверх. Но наверх мы идем вместе с правильными откатами. То есть вы видите, что мы постоянно откатываемся. И у нас есть внутренние свечи тоже для отката. То есть мы очень медленно подходим, когда говорим о характере движения, что в целом лонги не сильно приветствуются. То есть мы потихоньку подбираемся. И в моменте мы видим, что зеленая свеча собирает ликвидность с внутренних свеч. Но нам этого недостаточно, потому что забирает их полнотело, и нам, по сути, не показывают силу продавцов, что они готовы куда-то шортить. А здесь у нас остался ордерблок, идеальнейший ордерблок, который снимал ликвидность, который является скобом, после которого не ордерблок вообще, потому что там не было имбаланса, извините, вот хвостик остался, неправильно отметил. Нет, там Смотрю на по-моему, него и есть думаю, что имбаланс что-то не оценен. так. Есть, по-моему, чуть-чуть. Сейчас, Или подождите нет, секунду. проверьте, давайте, не помню. Все, Жень, да, спасибо, все правильно отметила. Я думаю, странно, как-то готовилась же вроде. Не, есть. Все, отлично. У нас есть скоб, все прекрасно. Внутри этого скоба собрали ликвидность зеленой свечой, и на пересвипе мы можем уже пробовать заходить. Почему? Видим пересвип, видим поглощение, выставляем свою сделку. То есть нам уже показали, что мы хотим идти вниз. Все, я здесь заходила, если я правильно помню, да, где-то в этот момент примерно. Меня, конечно, аж чуть ниже, потому что в моменте был очень высокий спред, спред, по-моему, около 6 пипсов, то есть многовато евро. И начинается очень нудное нисходящее движение. Тут возникает закономерный вопрос, а где вообще фиксироваться, что вообще делать? IDM – это с 15 минутки. Это первая цель. До него у нас получалось порядка, по-моему, да, 1 к 5. Отличное соотношение. Здесь зафиксирую половину позиции, все прекрасно. Дальше я выставляю себе цели на 15 минутки, потому что для меня это мой старший таймфрейм. Я вообще на нем смотрю, что происходит. Нас унесло куда-то, да? Ничего страшного. И для нас, получается, есть ордерблок единственный, это вот этот. Это первый правильный ордерблок после нашего IDM. Вот он находится. Как видите, мы очень четко в него пришли. Структура у вас не Я поменялась? честно скажу, я не дождалась, когда... По-моему, Да, структура, конечно, не поменялась, естественно. Она просто тут передвинулась точка, объективно говоря. Почему? То есть у меня... Подождите. У вас, Так, давайте. у вас неправильно структура отмечена. Давайте Мы разберемся. находимся на этом хае. Где наш IDM? Для этого хай вот здесь. Нет, он выше. Ты же отметил его.
Не-не-не, все правильно. Оксана все правильно сейчас Для показала. черненького хая Так, у у нас вот нас здесь IDM прям здесь. Если у нас здесь есть IDM, значит, этот черный хай является верхней точкой. Правильно? Да. Так. Мне Дальше. просто это сползла. Мне это сползла точка. Так, Все, дальше она мы упала. поднимаемся вверх, и ваш IDM указан здесь правильно. Но если у вас Вот. здесь есть И вот IDM, это где-то мне- надо поставить нижнюю точку. она мне стояла вот тут, я ее просто потом перенесла, потому что она Ставьте. слипнулась. Вы кого-то, Оксана, подсмотрели и подсмотрели неправильно. Вот так ваша правильная структура. Угу. Все было окей. Все нормально, Так, значит. все. Я все правильно думала. Угу. Ну все прекрасно. И я закрывалась вот на этом лое. То есть это была Мгм. моя цель, на которой я закрылась. Сейчас я лой отмечу, чтобы мы понимали внутри, сколько у нас получилось. У меня, по-моему, получилось там хорошо 1 к 10, по-моему. Закрыться, Мгм. если я правильно помню. То есть он... нет, 1 к 19. У меня, видимо, я с тобой прятала. Спред Все может быть правильно. больше, да. Мгм. Да, я спрятала. Вот. То есть проблема была только в том, что движение было очень затяжным и нудным. То есть Мгм. и все вот эти вот манипуляции, которые происходили на Нью-Йорке, они, конечно, стали понервничать. И маленько такая прям переживала, закрывала ту часть позиции, потому что, думаю, что-то она вообще никуда уже не идет. Смысл сидеть в этой позиции уже очень долго. То есть это такой сетап, на который строится не то, что именно от зоны интереса, а совокупность зоны интереса и ликвидности, потому что одно без другого оно не работает. И нам, к сожалению, вариантов-то больше нет, кроме как это сочетать. И я для себя приняла в анализе такую, не знаю, как аксиому, что необходимо анализировать со старшего таймфрейма, чтобы видеть направление движения. Да, 15 минут для нас является рабочим таймфреймом, но зачастую, чтобы понимать вообще, куда все это дело летит, надо бы посмотреть 4 часа и дневку, чтобы видеть хотя бы хаи и лои предыдущего дня и предыдущей недели. Они очень важные, они действительно содержат много ликвидности, и эту ликвидность обычно забирают. Обычно на больших валютных парах типа евро, фунта и, видимо, еще и юаня. То есть вот для меня это такая... Как, То есть хай старшего прям, таймфрейма является для нас ликвидностью. да, Единственное, я для бы меня хотел всегда это. вернуться к вашей точке входа, Оксана. Чуть-чуть Давай. уточнить, увеличьте, пожалуйста, здесь. На данном этапе здесь у нас точка входа является по входу в наш скоб, да, то есть мы вошли в скоб, Мгм. и Да. именно на пробое нашего скоба, то есть вот первая манипуляция, это вторая. Мы вошли и забрали. Я бы не рекомендовал вот это выделять для себя как ликвидность. То есть да, круто вы это видите, здесь все видят эту ликвидность, но мы должны головой понимать, что действительно реакция у нас была от скоба. У нас есть четкий красивый скоб, мы в него вошли, откатились, еще раз сманипулировали хаем и повалились после этого вниз. Да, то есть для меня Мгм. просто это дополнительное основание, то есть не только наличие чока, например, да, но дополнительная Мгм. ликвидность обязательно, чтобы она была. То есть, по сути, это как топливо. Нам Мгм. нужно сходить вверх за дополнительным топливом, чтобы резко повалиться вниз, чтобы забрать чьи-то стопы, и это все стало как бы как снежный ком скатилось с нами в нашу цель. Мгм. То Так, есть могу я я вас из этой... попросить еще дневку открыть? То есть Конечно. Оксана, вот с ребятами как раз, когда общались в Discord, думали по поводу 4 часов. Я, например, делал свой анализ по поводу 15-минутного таймфрейма, основываясь на дневном таймфрейме. То есть здесь тоже работает ликвидность наших предыдущих хаев предыдущих дней. То есть здесь мы с вами видим то, что цена поднялась, забрала ликвидность вот с этой свечи и после этого забрала ликвидность вот с этой свечи. На самом деле я в своем утреннем анализе говорил, думал, что мы пересвипим просто хай вот этой вот зеленой свечи и все-таки продолжим снижение ниже. Единственное, наверное, я упустил момент, то, что пятница – это день фиксации, а еще я и забыл, что это конец месяца. Соответственно, исходя из этого, мы увидели большее количество манипуляций. Супер, но мы на этих манипуляциях тоже смогли заработать. Это отлично, никаких здесь, я не вижу больших проблем. Я не знаю, может, ребят, кто-нибудь вообще вот этот вот сетап рассматривал сегодня, готовил, нет? То, что мы на дне взяли сделку? Или это мы уже тогда на следующий раз оставим? Давайте на следующий раз, потому Давайте, все, что хорошо. То мы есть там здесь еще был играли. сетап очень крутой разворота, хорошо. В данном случае здесь вот вроде спрашивают, да, чок сработал и что? Смотрите, Оксана, уменьшайте график, чтобы мы увидели, что действительно у нас тренд вроде так как нисходящий на самом-то деле. То есть у нас тренд, капец какой нисходящий. То есть он настолько нисходящий, что вот, я не знаю, то есть сейчас не знаю, когда он остановится, да, то есть фактически признаков для разворота у нас У нас нет.
объективно у нас достаточно сильный тренд в шорт, и у Мгм. нас нет особо даже зоны интереса, мы просто идем за ликвидностью. Как вы видите, Мгм. ликвидности не закрытой очень-очень Мгм. много. И она Вы не летит за... открывали недельку? Посмотрите на недельку, Конечно, как выглядит открывали, вы цифра. что. Вот тут как бы на недельке тоже Вам все сейчас отлично. не нравится то, что вот с этого мы можем развернуться наверх? Неделька же забрала. То есть, видишь, смотри, согласно смарт-американцев, то есть мы в целом можем развернуться только от наших зон, а у нас следующая зона осталась, то есть мы IDM забрали, ордерблок IDM пробили, ликвидность все собрали, дальше только инженерная. То есть мы бы Там хотели вот здесь ее найти, точку. ситуация, можно еще на месте посмотреть, там все гораздо понятнее. Давай, Раул, я сейчас открою. То есть там Правда, месяц не 1, отрисован, расскажи. да, то есть вот 1, мы забираем его, и, скорее всего, мы довалимся уже до ордер-блока 1. Ну, это получается внутреннюю То есть структуру. ты имеешь, грубо говоря, вот этот IDM, Да, и ты хочешь уйти ниже, то есть к вот этому ордерблоку. да, все Скорее правильно. всего, этот ордерблок, вероятно, на недельке будет около инженерной ликвидности. Вот он, Да, совсем рядом. да. Вот он. То есть в Смотрите, целом ребят, это наша вы ближайшая цель. сейчас немножко летите в небеса. Но вопрос же, смотрите, мы можем спуститься вниз, но можем спуститься вниз и вот так, можем спуститься вниз и вот так, можем спуститься вниз, там, я не знаю, вот так, вот так. То есть у Да, то есть нас правильно откаты ситуаций нужны. дойти настолько глубоко огромное количество. Поэтому я вам рекомендую, ну, вы торгуете на 15 минутах. Держитесь максимум дня. Все, посмотрите, что у вас на дне рисуется. Откройте, пожалуйста, Оксана, день. Открываю. То есть, да, это круто, что вы понимаете, что настроение рынка шортовое, но вот ваше настроение рынка шортовое. Если вы смотрите недельку либо месяц, то вот эта вот коррекция, она, оставит вашу недельку точно такой же шортовой. Она вам ничего не изменит. То есть, но вы торгуете, исходя из 15-минутного таймфрейма, соответственно, для вас старший график, максимум дневка. То есть 4 часа, вот Оксана выбрала для себя 4 часа, тоже отработала, отлично. Я для себя оставляю дневку, но ваша задача увидеть вот эту ликвидность, которую мы сняли, получается, вот там, да, то есть мы ее сняли, получаем сейчас какую-то реакцию. Да, цена может не сразу спуститься сейчас вниз, обновить этот лой, пойти там выше, цена может отсюда подняться выше, еще раз спуститься вниз. Напоминаю, что вот здесь у нас на дневке есть IDM очень высоко. Соответственно, исходя из этого, мы должны будем понимать, самое главное, что мы все сейчас понимаем, что у нас шортовый тренд. Даже если мы сейчас сделаем какую-то манипуляцию до IDM, это будет говорить о том, что у нас все равно продолжение нашего шортового тренда. Да, даже если после этого мы сделаем небольшой откат. То есть даже на дневке у нас настолько много информации, что когда мы будем лететь на недельку и месяц, это еще то, что шортовый тренд, это 100%, оно подтверждено вот пробитием вот этой свечи, которая пробила вот эту. Все, у нас чок совершен. Он уже не может быть отменен никак. Да? Но при этом у нас есть и экстремальный ордер-блок, по-моему, вот эта вот свеча есть экстремальный ордер-блок, мы спокойно можем в локальном движении подняться еще вот так. Вот. Поэтому посмотрим, что у нас завтра будет. То есть мы все равно каждое божье утро будем делать анализ перед нашей торговой сессией для того, чтобы понимать, что нам делать дальше. В целом, что вы это все видите, на самом деле, молодцы, вопросов никаких нет. Так, кто следующий? Все отключаюсь. Давайте сразу я, потому что это продолжение у меня будет. Давайте. Уже дня. Так, по вопросам давайте я быстренько пробегу. Спасибо, Артем, что подсказал, где искать видео на канале. Не знаю, Данил, про какие лои вы говорили. Если что-то пропустил, извините. На эту трансляцию можно будет обязательно, конечно, посмотреть на YouTube. Она доступна всегда, пока есть этот YouTube-канал, так что никаких ограничений, ничего нет. У Скоба, да, в нашей концепции, в которой мы, ту историю, которую я вам сейчас рассказываю, в данной концепции скоб используется не только вот так вот наш скоб, мы вошли здесь в нем, да, там по маркету прожали, вот как сейчас у Раула красиво все нарисовано, по маркету прожали и полетели в небо. Если бы мы с вами здесь прожимаем по маркету, ставим стоп вот сюда, то нас следующей свечой тупо выносит, и мы улетаем в небо. Все, без нас. Забрали наш стоп, мы заплатили комиссии и полетели без нас, цена полетела дальше.
Так, поэтому мы скоп смотрим немножко в в другой интерпретации. Так, ну в целом все. Все, отлично, идем дальше. Так, меня слышно, да? Все Да. хорошо. Мгм. Это тот же самый день, пятница, только уже на Америке в 7 часов по Москве, если не ошибаюсь. Здесь я уже не успел шортового движения, поэтому старался поймать какие-то отскоки. Первая зона интереса, так скажем, у меня была на чоке. То есть, Мгм. что я здесь ждал, да, если бы был пересип и в дальнейшем, да, какая-то сделка, то я бы рассматривал сделку в лонг, что, собственно, и случилось. То есть, первая у нас свеча собирает ликвидность предыдущей и собирает ликвидность чока и закрывается фитилем выше. Естественно, это наш скоп. На этой свече уже после закрытия я перехожу на младший таймфрейм. Здесь что я вижу, да, на закрытии, что уже была какая-то манипуляция. То есть мы видим вот первое закрепление, Мгм. откат и, собственно, потом второе закрепление. То есть одна манипуляция как минимум была. Я жду дальнейшее открытие следующей свечи и пересвипа. Мгм. По манипуляциям, это у нас вторая манипуляция, здесь нет чока, но, в принципе, мне этого будет достаточно, потому что здесь помимо манипуляции еще образовалась такая, ну, как бы полка ликвидности, Огромнейшая которая, ну, компрессия, очень согласен. вероятно, что мы соберем. И когда я увидел вот эту свечу красную, да, которая пересвипнула предыдущий 15М, то же самое скоп, да, я уже побит ордеру выставляю за него. То есть и при приглашении меня забирают, и первая цель у нас будет на сборе всей этой ликвидности. Нужно учитывать, что в данной ситуации это контртренд. И как бы, первый тейк наш должен быть либо основным, либо там, большую часть, да, закрывать. То есть мы должны здесь закрыться либо полностью, либо ну, процентов 80, потому что это все равно контртренд, и есть возможность, что мы еще раз придем и еще раз пересыпнем здесь. Вот. Что у нас дальше получается? На 15 покажу тогда отработку быстренько. Мгм. Ну, то есть буквально Мгм. две свечи, и мы собираем эту ликвидность. И как, собственно, и предполагалось, мы после сбора, да, всей этой ликвидности на одной минуте мы идем вниз, откатываемся. Мгм. Вот быстро такая сделка, отношение 1 к 6 в Corten Trend неплохо. Ну и самое главное, что в этой сделке мы понимаем головой, что у нас цена, скорее всего, сильно далеко не пойдет. Да, мы сделали пересвип чока, но как бы мы понимаем, что ну, мы можем еще спуститься ниже. Не стоит здесь очень-очень сильно лонговать, потому что настроение старших таймфреймов, оно все-таки остается шортовым. И Шортовая, да. все мечтали разворот, все хотели поймать разворот ну, данных инструментов, евро и фунта, да, но суть в том, что отскок не является никогда разворотом. Это просто отскок. Точно так же, как в данном случае, вот наш отскок. Вот наш отскок на 15-минутном таймфрейме. Но покажите, Раул, что было дальше. Ну, я вот сейчас это Мгм. сделаю. Но после такого отскока у нас идет каталка и всех полностью выносит. Соответственно, в данном случае после этого мы, получается, на закрытии вот этой свечи подтверждаем наш чок. Мы здесь подтвердили чок, Мгм. сейчас у нас IDM находится здесь, и мы сегодня с вами будем, точнее завтра утром уже с вами, когда проснемся, будем смотреть, что у нас происходит дальше. Да, будем смотреть дальше, и, ну, в моем понимании, мы будем продолжать искать точки входа в шорт, как минимум на обновление нашего лоя, который, ну, на данном этапе находится здесь. Отлично, супер, хороший сетап в контртренд. Здесь отработала зона интереса именно пересвипы нашего чока. Идеально. Так, Женя. Да, я бы хотел разобрать ситуацию по австралийцу. Я вот его Мгм. бэктестил, и как раз мне Супер. понравилась ситуация. Мгм. Секундочку. Тык-тык-тык. Видно, да, экран? Так, видно. Мгм. Так, ну, во-первых, нужно вот эту свечку убрать. То есть в данном случае у нас дневная структура идет нисходящая, и при падении мы не забрали вот этот откат, правильно, где мы сделали здесь ровную полку. И цена
в этот момент пошла корректироваться. Ну и в моем понимании хотелось бы увидеть снятие этой полки, потому что здесь был правильный откат. Также на 15-минутном таймфрейме тут была субструктура, еще одна внутренняя. Сейчас ее открою, покажу. И все, в принципе, это относительно дневки. Анализ был такой, то, что хотелось забрать здесь полку, как минимум забрать хай предыдущего дня, вот этот вот старый, здесь фиксируется. Сейчас верну все свои нарисовки. Так, насчет вот этих нарисовок и страшного дневного таймфрейма в течение недели выйдет видео, как наладить это все красиво в Как все TradingView. скрывать, да? Да. И сделайте все, уделите себе по часу времени, сделайте себе идеальные все шаблоны, чтобы у вас было, ну, самим было приятно это видеть. Основная 15-минутная структура у меня была нисходящая. Здесь IDM, здесь верхний хай, и здесь мы пошли внутренней структуры 15 Основные точки этой структуры внутренней были в этом месте. Лой, хай, и то есть, ну, здесь босс, и, соответственно, здесь тоже босс. Внутренняя структура шла восходящей. IDM мы здесь забрали. Здесь у нас был крайний поя. Здесь у нас ни одного ордер-блока нету. И после этого мы делаем еще одну внутреннюю структуру во внутренней структуре. Вот. Но я учитывал этот факт, что у нас есть вот эта вот еще одна внутренняя структура, где вот мы здесь забрали IDM, здесь верхний хай, здесь делаем босс. То есть у нас вот в этом моменте пошла нисходящая опять структура. Учитывая этот факт, я первую фиксацию прибыли определял вот на снятие этого хая. Точка входа была здесь. Первый раз был получен стоп. Открою сейчас на 1М, покажу. Пам-пам-пам. Так, логика входа была от того, что у нас есть внутренняя структура восходящая, и моя цель по дневке была намного выше. Она вот здесь, там, самая там, верхняя там, фиксация прибыли. Ну, не фиксация, а как бы желание, как минимум снятие хая. У меня было желание такое, чтобы туда цена пришла. Вот. И на открытии, после закрытия Азии, я видел этот ордер-блок, который находится, ну, на лой Азии, соответственно. То есть я ждал реакцию либо от него на продолжение движения вверх, либо на его снятие, и это бы снимало бы лой Азии. Это была бы первая точка для того, чтобы там продолжить движение восходящее наверх, либо от поя нижнее. Ну, до поя не дошли, сняли блок, и как сняли блок, сейчас открою на минутке, покажу. Вот он наш блок. И здесь, получается, мы в блоке торгуемся. И 15-минутная свеча, сейчас на пятнашке я когда был, показывал, она у нас закрывается внутри блока. Ну, соответственно, мы понимаем, что она у нас закрывается свипом. Да, у нас здесь не было 3 пересвипов, но в этом случае я ожидал чока, забора IDM. Чок нам дали здесь, IDM дали, но IDM забирали одной палкой без какого-либо колена. Я не стал бы здесь заходить, ожидал дальнейшего движения, увидел восходящее движение. В итоге еще раз перелой, соответственно, мы здесь точно кого-то высадили, и мы уже падение к блоку, приход к блоку, у нас здесь был блок снизу вверх перед IDM. Мы сделали еще одним коленом, так скажем, вот, но на этой черной свече я бы не рассматривал точку входа, а вот следующая свеча, которая свипает ее лой, видно то, что мы свипаем ее лой, также на пробой выставится от этой свечи и стоп под этот блок. Это была первая точка входа. Ну, я считаю, она системная была. В итоге по ней был получен стоп, и стоп был получен пересвипом опять. То есть, получается, у нас был уже третий как раз пересвип в первой зоне поя для лонга. Здесь у нас 15-минутный свинг хай, ну, 15-минутная структура, IDM у нас получается по структуре там внутренний. Вот. И точка входа была у меня следующая. Мне очень нравится заходить
на открытии, то есть вот я вижу движение вверх пошло, то есть пересвип был, либо я бы заходил там на второй свече, Мгм. то есть когда уже цена уже показывает движение вверх и ставить стоп также под лой, либо второй вариант, то, как я рассматривал точку входа, это 11:00, это у нас потенциальный хвостик свечи, которая может выстрелить вверх. То есть мои ожидания уже были лонговые в этот Мгм. момент. И здесь мы, получается, делаем перелой вот этого отката, то есть у нас здесь движение вверх, и очевидно мы видим то, что оно идет с правильным откатом. И мы, получается, продолжаем правильный откат и делаем хвостик для 15-минутной свечи. Соответственно, вот за эту свечку я уже также выставлялся бы на пробой и здесь ставил свой стоп. Первая фиксация прибыли на 15-минутной ликвидности здесь. Вторая фиксация там, прибыли на свипе чока уже, потому что это все-таки у нас во внутренней структуре. И я бы здесь зафиксировал часть, и так как дневка все равно манила там движение вообще наверх, поэтому на свипе чока бы я бы вторую часть фиксировал вот здесь. А Мгм. третью уже амбициозную цель перед основной внутренней структурой, ну как, перед внутренней структурой, ее нельзя назвать основной, но она очень долго там существовала, там вот это все время. Мгм. И вот перед боссом, перед тем, как сделать босс, у нас была крайняя POE, и вот крайняя фиксация прибыли на этой POE, соответственно. Мгм. То есть все точки Здесь. выхода, они тоже системные, они не от балды, а мы головой понимаем, где мы будем выходить, потому что экстремальная POE дает нам возможность, ну, как бы развернуться. Мгм. То есть это как раз та зона, в которой, возможно, мы получим откат. Я вижу, что у тебя как раз здесь и были точки входа в будущем. То есть как раз и здесь Мгм. ты, ну, вот эта вот история, да, э, по правую сторону у тебя и есть как раз здесь разворот от боя. Отлично, Да, супер. да, да, я там как То есть раз здесь не ожидал. только точка входа Точка фиксации от прибыли, но и нашего, точка да, от входа. зоны интереса, но и точка фиксации прибыли по внутренней структуре. Отлично, супер. Хороший Мгм. пример, хороший сетап, тоже структурный стоп, да, скорее всего, я бы вместе с тобой там его получил, так что, ну, не вижу здесь никаких... У меня был вопрос к тебе по поводу вот этого входа, еще одного здесь. То есть, Мгм. когда мы понимаем, когда все-таки я уже понимаю то, что все, цена идет наверх, и вот здесь, делая вот этот откат, вот здесь опять свеча, 16 минута, то есть Мгм. inside bar у нас это открытие свечи, Мгм. а эта свеча у нас делает, во-первых, продолжение правильного отката, во-вторых, она потенциально формирует тень свечи для 15М, Мгм. чтобы она там выглядела красиво. Вот такие вот сетапы стоит ли Ну, рассматривать? меня бы здесь не было, потому что, во-первых, я всегда, вы помните, что я всегда ожидаю еще, если что, спуск ниже. То есть, если цена здесь хочет спускаться, да, мы можем войти, можем здесь получить стоп, как бы, но если цена хочет спускаться, пусть она тогда спускается хотя бы до нашей первой ликвидности. Наша первая ликвидность находится здесь. Только при манипуляции нашей, так, это я пропал или это ты пропал? Что у меня рисунки не Я не сохраняются. вижу на Сейчас. рисунке. Ну, я просто рисую, они не сохраняются почему-то. Наверное, где-то. Я тоже не вижу. Так, то есть сейчас оно Ну, ты добавится. имеешь в виду вот здесь, я понял, вот Да-да-да, то здесь. есть я бы здесь добавлялся при реакции на наш IDM фактически. То есть как бы по факту, если нас здесь внизу не взяло, ну, хотелось бы увидеть что-то еще. То есть, да, мы головой понимаем, что вот здесь раньше у тебя с 9:45, да, до 11 происходили вот эти вот высадки всех пассажиров, которых только можно было набирать. Здесь напугали всех, и 10 тысяч раз все перевернулись уже с шорта в лонг. Наоборот, с лонга в шорт, но, соответственно, в данном случае мы просто улетели, ну, улетели, значит, без нас. Ну, как бы, а вот здесь, где уже это действительно дали, вот в этом верху, то, ну, тут капец как поздно. Тут у тебя уже первая Здесь точка выхода, да, а мы бы только я почему-то не входили. вижу того, что ты рисуешь. Ну да, что-то Кто-нибудь видит, ребят? почему-то не рисуется. Наверное, только ребята в Ютубе видят.
Соответственно, в данном случае здесь уже было слишком высоко. Хотя и в первом месте, где ты показал, тоже, ну, как для меня, уже высоковато. Мы забрали уже всю ликвидность. Уже вот здесь Да, забрали. да, да, да. Вот забрали ликвидность, ну, поэтому мне уже здесь жалко моего стопа. Хотя ситуация отработала. Возможно, на данном инструменте данная ситуация, то есть данный инструмент действительно так всегда и работает. Да? Поэтому как бы здесь, по сути, если ты сделаешь большое количество бэктестов и увидишь, что действительно так работает, потому что у меня когда-то была ситуация, я на минутках евро-доллар тоже, ну, уже прямо на минутках лудоманил, очень сильно лудоманил, и вошел при вот этом большом выстреле, вот появилось у тебя это? Нет. Вот где у тебя последнее снятие ликвидности? Выше, выше, выше. Вот здесь. Вот я на пробой вот этой черной свечи вошел и получил что-то в районе 20 R по итогу. Но я считаю, что мне просто тупо повезло. Вот. То есть, да, там было... Я обычно в такие моменты догонкой, даже без снятия ликвидности, если захожу, ну, когда вижу, опять же, вторую свечку, то есть если вот еще одна свеча появилась здесь, которая уже там двигается вверх, да, и вход от нее, стоп сюда, чтобы не выбило меня, если, допустим, я здесь бы выставился бы на пробой, меня забрали и потом перелой. Ну вот. Ну, вот здесь вот то, что, как ты говоришь, от черной свечи там, да, ты выставлял себе, получается. Я бы Да-да-да. вот так вот бы рассмотрел. Это будет даже правильнее, то есть, да, мы заведомо уменьшаем свой тейк, RR? да, то есть РР, увеличиваем РР, ну, короче, риск увеличиваем, за счет чего тейк у нас сокращается. Соответственно, но мы защищаемся себя от пересвипа. Очень часто видим, когда у нас начинается разворот, и мы видим просто тупо маленький-маленький откат, он обновляет буквально на 2-3 пипса наш хай, и после чего валится вниз, да, то есть вот как Женя сейчас нарисовал, то есть фактически вторая свеча, да, иногда вторая свеча выглядит супер бешеной, да, вот как у тебя здесь какая пятая, да, вот это вот супер длинная там. Да, тоже бывает, Тут, упускаешь такие понятно, моменты. здесь ты уже не войдешь, но обычно после такой свечи идет очень глубокий откат, и мне понравилось, вот ты показал точку входа, вернись, пожалуйста, вниз, точку входа, то есть не сразу, видите, вот здесь тоже идет вроде бы скоб, после этого скоба идет там свеча, потом какая-то длинная, и мы глубоко вниз опускаемся. Вот эта вот черная свеча глубоко вниз нас обратно опускает. Да, то есть технически нам все равно дали еще раз войти. Ну, при этом, скорее всего, даже нас больше напугали, потому что, ну, блин, что-то здесь вообще не так. А тем более какой-то вроде как и IDM сняли, вроде, ну, короче, такое себе. Плюс оставили, наверное, равные лои, да? Или там есть Да, пересвет. пипс. Да, поэтому, ну, как бы здесь напугали всех очень-очень сильно. Супер, хорошо. Так, может быть, кто-нибудь еще что-нибудь приготовил, и я не успел это увидеть. Да, я могу. Так, давайте. Так, Артем, отключи, пожалуйста, демонстрацию, не могу. Не можешь. Так, сейчас. Ой, а как тебя отключить? Прекратить трансляцию участника. Так, есть. Угу. так, Ну, отлично, секунду, слушайте, щас. молодцы, ребят. Учитывая, что у нас это первый стрим, понятно, что домашкой мы делали... Женя, кстати, насчет Жени. Женя, следующую неделю с тебя по-прежнему обзоры этого утра. Специально на общее обозрение, да? Специально на общее обозрение. чтобы не Оксана понять. еще мне понедельник, вторник. Раул тоже, если получается, на следующей неделе начинайте. Оксана только понедельник, вторник, потом Оксана переходит уже в какую-нибудь закрытую часть, чтобы не делать из нашего Дискорда сигнальный канал. Угу. Я там буду одна? Нет, вы там будете не одна. Ну ладно. Да. Там буду еще я, да? Да, Ну, Артем? Женя закончит следующую Нет, в неделю, смысле, тоже ты. перейдет к вам. Да. Ну, Ну, это, отлично. смотрите, Прям это посидим. чтобы был стимул тем, кто уже в третьем блоке, чтобы, ну, они не сидели, то есть я просто боюсь того, что они будут сидеть, смотреть ваши сигналы и такие, блин, они же там что-то рисуют, а я не могу, ну, и мне нужно, чтобы они это тоже делали. Они Да, не просто это использовали, не дай очень бог. страшно писать в общий Да, канал. да, да. Поэтому, ну, это вот, чтобы люди видели, что действительно этому можно научиться и можно понять. Как бы понятно, что вы не все там приходили с нуля, но суть в том, что как бы, ну, и понять, и делать. Так, ну что, поехали. Мой экран видно? Так, Алексей, все видно, все отлично. Ага. Значит, доллар-франк после того, как он там себя
ведет непонятным образом. Мы получаем в итоге структурные точки, определяем IDM, определяем order блок первый, переходим, видим тест IDM B и переходим на минутку. То есть смотрим сейчас это место. Так. То есть мы пришли в наш ордер-блок красной свечой, и после красной свечи переходим на младший таймфрейм. Да. Отлично. Так, вот я тут Мне стараюсь кажется, вообще историю отличный пример сохранять, прям. чтобы Так. как-то для себя инструмент Так, Алексей определить. умеет пользоваться отображением на разных таймфреймах. Молодец. Супер. Да. Так, вот это место мы пришли. Мы пришли, наблюдаем. Первая свеча заходит, и вторая закрывается. У них равные лои. Вот этот единственное напрягает, но как бы мы тестируем ордер блок, и вторая свеча закрывается в теле первой, вот этой красной. Все-таки, не знаю, может быть, риск уменьшать в таких случаях. Так, я не понял насчет равных лоев. Что здесь лой? Не, она у лой вас горит красный и зеленым лой... цветом, она у вас ниже. Увеличивайте график, у вас, скорее всего, просто не отображается Так, здесь пятерочка здесь. в конце, поэтому у вас зеленая свеча ниже. Не-не, Ну вот я смотрю, минимальная 90-740, и здесь 90-740. Увеличивайте график, увеличивайте. Смотрите, объясняю, ребят. Видите, вот здесь вот есть пересвип. Да, понял. Индикатор позволяет нам видеть эти пересвипы. Почему это происходит? У вас здесь отображается на экране, то есть 900-740. На самом деле здесь 900-740 и еще там, допустим, 5 есть в конце. А здесь, например, ровно, то есть, короче, не в ту сторону я пятерку. Я думал, это вселенский заговор какой-то. Все понятно, да. Точно такая же штука есть по евро. Да, по евро похожая штука есть. Поэтому, если вы видите на индикаторе отражение, то есть вот эта свеча красная, она 90-740 ровно, то вот эта зеленая, например, 900-739,5. Да, понимаете? Понятно. То есть, как в каком случае ордер-блоком баланс считать? Да, но у вас вот здесь вот этот момент... Что, извини? Ну, считать как перекрытый или как не перекрытый считать? Все, здесь пересвип. Здесь идет пересвип. Есть. Формируется. Так, да сейчас я посередине поставлю. Здесь... Жень, не понял про ордер-блок, извини. Вот свеча, вторая, третья, и вот здесь вот этот микропунктик как бы вот здесь. Он как бы впритык там, но не впритык. Вот остается... Если он не доходит, и там этих полпункта, то ордер-блок... Но по цифрам показывает одинаково, что здесь, что здесь. Тогда бери это как ордер-блок. Угу. Может быть, давайте на это будем больше обращать внимание, если это скажется на торговле. Просто вместе это обратим внимание. Я особо сильно не различал, как бы. То есть обычно, если я говорю, что этот ордер-блок не подходит, то, просто я вижу, что от него и реакции особо сильно нет. То есть, если мы увидим, что, на это очень сильно надо обращать внимание, давайте будем, значит, вместе обращать внимание. Хорошо? То есть сделаем нашу в нашем случае еще лучше, и тогда, получается, соотношение будет лучше. В итоге, после откатных свечей мы получаем вход в сделку на этой свече. Вот. Нас тут, понятно, кошмарит. Сейчас, секунду. Одна тут свеча прям сильно бы напугала, мне кажется, всех вот это вот. Но, тем не менее, мы уходим на тейк до инженерной ликвидности, там, да, но можно было до босс держать, там, до слома структуры. Вот, тут уже по времени, да, получается отработка за 10 минут, мне кажется, тут вполне бы. На 11-й минуте там на сломе, да, то есть в этом случае, даже если до босс 1 к 9, хорошая сделка. Вот. В принципе, она понятная, довольно.
Единственное, Вообще мне даже, что-то да. немножко Мгм. непонятно. Я на 15-минутном таймфрейме увидел, что мы пришли свечой в IDM order Вот block, этой свечой, да. но вот эта свеча не является последней. Покажите мне 44-ю минуту. 47, Так, 48. Да, мне надо 44-я минута. Я не понял. 44 вот. Вот эта 44-я пришла. А какая зашла в order block? Ну, Включите 15 минут, получается, пожалуйста. вот 9:48 зашла, Мгм. в ордер коснулась. На 15 перейти? Да-да-да. Мгм. Все, Так, я не увидел этот момент. Мгм. сейчас, Так, секунду, это не вот мы та. где. Та-та-та. Вот мы где. Вот все, я подумал, что вот эта вот свеча у нас зашла внутрь. Хорошо. Это оказался край тени, поэтому я этого не увидел, да. У нас свеча закончилась здесь, поэтому я почему-то подумал, что мы зашли и пересвипнули ее. Сейчас, секунду. Угу. Вот так, да? Вот, Вот ну, так, да. да, это я тут следующий уже для себя там, структурные моменты Мгм. определял. Так, ну, как бы возвращаться на минутку не будем, идем к следующей. Давайте. Здесь, в принципе, здесь неплохая отработка. И дальше идем, ну, рисуем структуру, какие-то опорные точки. Ничего не находим. Ну, может быть, вот здесь я смотрел. Давайте разбирать вот эту ситуацию. Вот эта Давайте, ситуация мне даже больше нравится, сейчас, чем секунду. предыдущая. Хотя по предыдущей мне еще раз завтра пришлите ее в точке входа. Мы еще Ага. раз завтра с вами разберем. Давайте. Мгм. Вот. Так, ну что, в целом, ребята, которые наблюдают, нас смотрит 141 человек. По-моему, у нас в прямом стриме столько еще ни разу не было. Как вам текущий формат? Что бы вы хотели добавить? Все зачем-то хотят бэктесты. Ну, блин, ребят, ну, бэктесты делаются. Если вы хотите узнать, как делаются бэктесты, просто откатывается график, четко смотрится, где что происходит. Вот в этом моменте вам открывают график и говорят: ага, мы сейчас тут придем к IDM, тут, короче, пересвипнем, тут не хочу входить. Вот так откачусь, вот так сделаю. Ну, давай-ка я здесь поставлю тейк, а вот здесь выйду. О, супер, я заработал 10R. Так, мы сейчас, наверное, развернемся. Вот прям чувствую задницей. Вот давай здесь войду, здесь заберу 3R. Супер, у нас уже 13R. Мы здесь пересвипнулись. Дай-ка я еще раз войду. Еще 50R. Ура, 63R. Бэктест закончен. Если вы хотите такое, ну, я такое точно не хочу, вам на другой канал. Так, поехали. Что здесь? Так, разбираемся, что здесь. Полнотело забираем IDM, делаем небольшой откат, перебиваем ее, пересвипываем. Ну, не знаю, я предвзято отношусь к IDM, Угу. я бы не стал здесь ничего рассматривать. Ну, по крайней мере, уже не стал бы ничего рассматривать. Если посмотреть здесь, ну, большой какой-то ордер-блок, но он митигирован, Угу. ну, ничего здесь нет. Так, хорошо. Дальше, Угу. непонятно дальше. Вот, Алексей, да. ваше домашнее задание завтра разобрать вот эту ситуацию и прислать мне точки входа. Так, ну что, Женя? Здесь Женя есть? Или вы знаете здесь, где у нас точка входа? Здесь нет, я тогда хорошо, я поразбираюсь. Так. Единственное, Алексей, Ну, вы ладно. тогда закройте уши и давайте послушаем Женю. Женя, где здесь точка входа? Давайте Есть Женя? Нет? сделаю. Не, оставьте, там нормально все видно. Ладно, так, кто есть? Раул, Оксана. Но мы-то здесь. Так. Давайте посмотрим. Я здесь. Да. Так, давайте так, Смотрите. Оксана, остановитесь. Хочу Раула послушать. Окей. Так, можно еще раз? Я немножко отвлекся. Мы 15-минутной свечой пришли к IDM, закрылись полнотело. Остановитесь, пожалуйста, Алексей. Вернитесь назад. Ну, расширьте, чтобы мы нормально видели. Так, пришли к IDM. Ужмите. Ага, все, стоп. Пришли 15-минутной свечой, вот здесь вот закрылись полнотело. Вот здесь вот сделали первую манипуляцию. На 15 минутках, ну, соответственно, еще раз пришли 15-минуткой сюда. Наши действия. Ну, вот где мы сделали первую манипуляцию, на 15 минутки первый свип, там
Ну, можно было, конечно, на минутку зайти, да, после этой свечи, но здесь мы долго ждали его перебития. То есть я бы ждал его пересвипа. Вот этой свечи, сейчас покажу, вот этой свечи зеленой. Мгм. Вот. То есть мы И на ждем его пересвип. манипуляцию этой свечой. Так. Да, 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 да. Но если бы мы были на минутке, мы бы очень долго ждали, Мгм. поэтому здесь, наверное, 15 минут, когда мы дождались уже, то есть подхода к этой цене, к этой свече, я бы уже переходил на минутку. Нужно Мгм. смотреть на Мы, минутку. мы сейчас на минутке. Не, все правильно. Он М. понимает, как выглядит 15-минутка, поэтому он про это и говорит. Мгм. Вот, и, собственно, когда мы свипнули, грубо говоря, вот эту 15-минутку, да, то есть вот этой красной свечой, можно Мгм. было, ну, я бы уже выставлял на его закрытие, как Куда? минимум. На вот эту, да? Мгм. Да, на красную. Мгм. На пробой бы, да, ты ставил? На Отлично. пробой бы, да, ставил. Хотя вот после нашего бэктеста я бы сейчас начал делать как Женя, наверное. То есть не на этой Не, свече вставлять, куда? да, а когда, сейчас покажу. То есть следующая свеча у нас, Вот это, что ли? которая закрывает, да, вот за Мгм. нее бы ставил, на его закрытие уже, а стоп, естественно, вот сюда. Отлично. Хорошо. Мне почему-то показалось это очень хорошим методом. Отлично. Мне нравится. Все идеально. Супер. Так, где фиксируемся? А, Подвину сейчас график. Можете расширить? Да, Ага. ну давайте. Мгм. Хотя, мне кажется, здесь все точки выхода есть сразу. Ну, можно было, да, вот здесь, я так понимаю, Мгм. это все равно на 15 минутки, это, я так понимаю, у нас правильный откат. Вот здесь Мгм. вот. Так, да. Вот. Можно было там вот здесь частично еще закрыться. Но здесь надо на 15 я бы посмотрел. Ну, То есть мы Раул, вот согласен. То так. есть минимум две точки фиксации у нас здесь есть. 1 к 5, 1 к 6, скорее всего, к 7 здесь есть. Так, вот на этой свече, да, вот на Ага, этой. да. А где мы проходили про именно эту свечку интересную? Или Мы, где это мы посмотреть, про нее не послушать? проходили. Это вам Это даст только большое количество опыта. Насколько я помню, вы мне прислали только еще 2 домашки. Это относится ко Ну всем, да. кто находится на 3-м блоке. Если вы думаете, что это легко, нифига это не легко. Это очень сложно. И ну, последний пример – это пример Кайрата, который присылал в течение 2 недель домашку практически каждый день. Если вы, Алексей, будете, ну, пришлете мне хотя бы 14 домашек, вы четко уже будете осознавать, о чем мы сейчас говорим. Завтра, когда вы пришлете мне это утром на разбор, если получится поприсутствовать на разборе, мы с вами это четко разберем. Я вам все поэтапно расскажу, где что у нас было. Хорошо? Первая точка Да. выхода, согласен, 1 к 4, ну и здесь 1 к 6 есть. То есть это вам придет с, как это сказать, с большим количеством практики. Просто так оно никуда не придет. Фактически у нас сетап на скобе. Вот наш скоб. да, да. Манипуляция лоями IDM. Получается, вот наш первый скоб. Мы вошли на скоб, на пробой нашего скоба, входим и летим в небо. Все, то есть на 15 минутках у вас одно движение, второе движение, вот третье, на третьем. Ну, это единственное место, где у нас получился скоб. Вот он, первый скоб. Здесь у нас скоба особо нигде нету. Соответственно, в данном случае мы получили первый скоб, и на этом скобе улетели в небеса. Все, получили прибыль, частичная фиксация здесь хотя бы 1R, финальная здесь, но у вас, поскольку есть IDM, нужно смотреть по структуре, что у нас по ликвидности вот здесь нарисовано. Если здесь на самом деле все хорошо, можно чуть-чуть выше фиксироваться. Вот. Ну, не особо здесь, наверное, и хорошо. Вот первые 2 точки вижу, а дальше какая-то палка. То есть Ну да. тут да. Супер, хорошо, отлично. Так, ну давайте крайне вы хотели еще один показать. Мы уже на 1,5 часа засиделись, ребятам всем понравилось. Говорят, хотят побольше, хотят это как обязательную практику. Я думаю, что, ну, если будете голосовать за такие обзоры, будем их и проводить. Почему бы и нет? Да, так, ну тут вот есть ситуация тоже на самом деле интересная. Угу. Интересная чем? Тут приходим в IDM. Угу. И вот у меня еще вопрос. Правильно я чётч здесь нарисовал чок? Потому что одно колено, он же IDM, он же... Но у нас тут подтверждение босс.
Нет, здесь получаем, не будет у вас никакого чока, потому что у вас только вот эта свеча подтвердила ваш босс. Если у вас свеча подтвердила босс, значит мы начинаем искать IDM. IDM находится здесь. Если у нас здесь да, IDM, то здесь просто IDM ордер блок. Ваша нижняя точка ну, будет в самом низу по-прежнему. прям принял. То есть она сделала наш босс. Соответственно, здесь никакого чока нет. Здесь мы работаем непосредственно с нашим IDM ордер блоком. То есть здесь у нас Да, сетап от нашей зоны интереса, который называется IDM ордер блок. да, вот Можно здесь вопросик? Можно Да, вопросик? пожалуйста. Мгм. Андрей, да, сейчас ведущий у Алексей, нас? Алексей. Алексей, ты, наверное, вот сюда IDM переставлял, да, после того, когда босс тебя сделали? И ты поэтому здесь чок посчитал, нет? Нет, нет, Нет? этого вообще, ну нет, это я даже не рассматривал, я вижу пересвипы тенями и дальше тяну. У меня вот Все, как бы и понял. был вопрос, вот одно, да, колено безоткатное, получается, пришло, и вот тут у меня был вопросик. По сути, много она тут не меняла, да, в данном моменте, но вот я запомню, как бы дальше буду применять. Спасибо. Вот, давайте тогда на минутку перейдем и смотрим, что тут. Вот эта свеча подходит. Так, на минуте. Смотрим. Мгм. На минутке подходим. Видим касание, делаем чётч. Ну, здесь войти было сложно, конечно, если только рассматривать всю вот эту свечу, Мгм. но так как только сейчас мы сделали чётч, да, мы Мгм. там можем что-то на реакцию от этой свечи искать. Вот. Эту свечу мы, даже если бы от нее что-то искали, ну, либо лимиткой, да, либо, ну, вот, ждем глубже перебития, ну, перебития, Мгм. условно, пересвипов. А, Если честно, я бы здесь вошел, да, получил бы свой стоп уже вот В на этой, каком месте ну, то есть вот, конкретно вы бы вошли? но я бы зашел вот или от тени, или на этой свече, Мгм. вот когда вот зашло бы сюда. То Вот. есть, смотрите, Алексей, мы учимся не входить от таких свечей. Ни в коем Да, случае. да, вот, То есть здесь, даже а, если бы мы хотели войти от одной из вот этих свечей, нас ни в одном месте не забрало бы. Потому что мы выставляем свою лимитку за свечу. Не лимитку, а стоп-ордер. Да? То есть да, он да. сработает только в том случае, когда мы отсюда развернемся и пойдем вверх. То есть в данном случае, ну, я опускаю то, что здесь просто технически нет вообще для нас сетапа на вход, потому что это только Ну, а мы, первое а, касание а- нашей зоны интереса. так, а разве мы от тени по маркету не можем входить? Нет, нет, никаких маркетов. Маркетом вы можете войти только если вот отсюда вы начали ломиться вверх, да, я еще соглашусь, что где-нибудь вот здесь вы прожали маркетом. Только в этом случае. Все, да, все понял, Мгм. ладно. То есть Значит, в данном случае до пробоя вот этой свечи мы даже головой, даже ни капельки не начинаем думать о том, что мы хотим войти в сделку. Так думают ну, большее количество трейдеров. В данном случае это наша первая зона касания нашего IDM ордер блока. Вот этой вот зоны. Так. да, Мгм. у меня была в голове как бы сделка вот на этих свечах, вот на этих вот. Мгм. Ну, понятно, да, что если правильно входить на пробой, то сделка не берет, ну, не возьмет. Мгм. То есть мы не войдем в сделку. Вот. Дальше ситуация. Мы видим, что происходит пересвип. Даже если мы отложку ставим, Мгм. примерно вот на этой свечи нас берет сделку, длинная позиция. Здесь мы тянем тейк до... Ну, у нас вообще Очень лонговый высоко, пока что очень. диапазон. Никогда не тянем туда. Наша задача увидеть первую ликвидность. Давайте хотя бы вот сюда дотянем. Вот это край нашей ликвидности на текущий момент. То есть первая фиксация плюс-минус должна быть здесь, да, Ну, вторая фиксация. То есть, фиксация, да, да. да. То есть Но сама мы бы цель мы там... никогда не тянем туда. Нам она не нужна там очень далеко. м, Так. а,
Ну, здесь выносит. Здесь Единственное, забирает. почему Мгм. тогда... Да, я вот сейчас, ну, как бы понимаю, да, у нас есть точка структурная, и теоретически, да, это первая ликвидность, но Мгм. ее здесь много, да, она здесь есть. Почему мы не можем тянуть тогда? Ну, или мы Ну, какую смотрите, точку тогда Алексей, здесь выбираем? для того, чтобы нам нужно было хорошо, быстро зафиксироваться, нам нужно торговать хотя бы в течение килл-зоны, да? То есть наша килл-зона уже закончилась. Сейчас 9:00, 10:00, Ну да, 10:00, да. 11:00. То есть первые две зоны, в которых мы могли уже торговать, они уже закончились. Скорее всего, вот здесь вот будет болтанка. И вы очень часто увидите, что вот здесь вот происходит какая-то ерунда. У вас торгуется доллар США, швейцарский франк. Это значит, что у вас данный инструмент будет максимально манипулятивен именно вот в эти две килл-зоны и вот в эту 15:00, там 17, ну 18, 15:00, 18. То есть вот это вот самое большое движение в данном блоке. Поэтому здесь Ну, так и есть, да. наше большое желание быстренько заскочить в сделку и быстренько выскочить в сделку. Потому что вот это вот, ну, там полуобеденное время, там кофеи Мгм. гоняют, да, то есть вот в это время как раз у нас и происходит вот это мелкое-мелкое страшное движение, которое очень-очень сильно всех напрягает. Вот именно из-за этого. То есть здесь мы не только смотрим сетап на точку входа, но мы еще, поскольку мы торгуем внутри дня, наша задача быстренько заскочить в сделку и быстренько из нее выскочить. Все, и забыть, Да, ждать да, завтрашнее утро, смотреть, как согласен. будет у нас происходить, что будет завтра. Мгм. Так. Так, мы еще отмечаем. Ну, ордер блок это как нижняя точка. Так, Мгм. получаем стоп, идем дальше. Значит, нас пересвипывает. Здесь мы, даже если ставим на пробитие, нас не забирает. Мгм. Цена уходит ниже этой свечой. А, Внутренние свечи, ну вот по характеру внутренних свечей, в принципе, ну, есть они есть, да, вот еще одна сделка, получается, отрицательная. Но опять же, да, надо тогда взять на вооружение сессии. Мгм. Здесь мы также, если даже на какой-то, ну, здесь бы если консервативные какие-то цели ставить, то РР не устраивает. Дальше ставить, получается, ну, тоже незачем. Мгм. Сделку, если бы не пропустили, то получили бы стоп. Мгм. Дальше посмотрим. И у нас еще один пересвип красной Увеличьте, пожалуйста, свечой. вот эту вот область. То есть что у нас здесь происходит? Давайте начертите линию вот от этой свечи. У нас манипуляция лоями. Мгм. Здесь мы закрылись свипом. Мгм. Значит, теоретически можно сюда поставить сделку на пробитие. Мы получаем еще один пересвип зеленый, ну, вот этой зелененькой свечой. Ну, понятно, на моменте там красная, Мгм. закрылось даже так тело. Данная А, свеча за- закрылась в теле предыдущей свечи. Да, Она не закрыт. только Так, вот сейчас свипнула смотрю, манипуляционную 91, свечу, она еще и 92. закрылась внутри. Вот это очень важно. То есть это Понятно. является довольно сильной свечой для того, чтобы Да. фактически свеча, которая Зде- свипнула наш скоб. Вот эта красная свеча для нас является Да. скобом. Мгм. Вот, получается, с ней мы можем поработать на пробой. Так, Мгм. тут вот на пробой. Э, Нас забирает сделку на третьей свече. И вот тут уже хотелось бы, конечно, пожадничать, но Не надо. получается, Вот у вас да, вот отличная на полка этой. ликвидности. Супер. Хорошая полка ликвидности. Мне это нравится, что вы ее увидели. Мгм. Ну, 1 к 6. Все, Вот вам мы больше ничего не надо. перекрыли, Минус один стоп, и у вас 1 к 5. да, Ну, перекрыли один здесь к четырем стоп. с половиной, если быть честным. Да, 6,8. Нет, все 1 к 5 у вас есть. Мгм. да, вот поболтались какое-то время, да, там меньше полчаса, ну, Мгм. сделка вышла. Вот, оставить
оставить, если дальше, то ну, на истории, в принципе, она туда и пошла, но это не факт, да, что было бы. Не, ну вы бы Конечно, уже у нас 10 раз 30 закрылись. серверов. Да, Это, да. да, это неправда. Не надо нам эти все Вот, да. рассказывать людям, пыль в глаза бросать. Уже большая Ну часть из да. нас закрылась бы вот там. Ну, то есть Ну, многие да, бы да. вообще перелили бы без убыток и уже давным-давно закрылись бы и сидели расстроенные. А самое большое потом расстроиться, когда ты увидел утром, что, оказывается, цена пошла вообще в твою цель и тебя высадила. Алексей, на самом деле Вот. для какого третьего раза довольно неплохо. Когда мы будем большее количество разбирать наших домашек, мы придем к тому, что вы будете разбирать наши данные сетапы, вы будете не просто их пугаться, вы будете желать их увидеть на самом деле. Потому что вот здесь у вас еще один идеальный сетап. Супер. Места вы находите потрясающе. Хотя, что их находить, мы просто тупо отрисовали Ну, структуру, просто нарисовали да, правильные зоны интереса. Все. Больше ничего нам не нужно. Вот, поэтому да, от вас, от да. всех требую домашку. Кучу домашки, ребят. Хорошо. Так, кто-нибудь еще что-нибудь готовил? Если нет, давайте закругляться. Понимаю, что это произошло спонтанно, всего лишь за сутки. Жалко, что Кайрат не пришел. Ну, у него, наверное, Супер, уже что вечер. Хорошо, ребята. На самом деле очень доволен, очень рад, что показываете результаты. Как бы, ребята в Ютубе, я надеюсь, вам тоже это было очень полезно. Пересматривайте это видео, оно никуда не будет удаляться, оно останется здесь. На этом мы заканчиваем наш стрим. Всем спасибо большое, всем пока. Всем пока-пока. Пока-пока. пока. Так, все, закрыли. Ого, нас 720